The Chinese. А про Китай могу еще спросить? В 2013 году вы сказали, что хотели бы, чтобы торговля, оборот с Китаем достигла 100 миллиардов долларов к 2015 году и 200 миллиардов к 2020 году. В прошлом году он снизился, товарооборот, до 70 где-то миллиардов долларов. Что же пошло не так? Я знаю, что есть проблемы с ценой на нефть, с курсом рубля. Думаете ли вы, что этот вот ориентир целевой 200 миллиардов долларов в 2020 году, он достиг? Да, я думаю, что это вполне достижимо. И вы сами назвали причины падения уровня товарооборота. Мы на первом этапе ставили перед собой цель достичь где-то оборота в 100 миллиардов долларов. И мы почти добрались до этой цифры, где-то уже было под 90 миллиардов. Так что эта цифра была абсолютно вот уже почти достигнута. Ну, мы знаем причины. Они действительно заключаются в падении цен на наши традиционные товары экспортные. Они заключаются в курсовой разнице. И это просто объективные данные. Вы прекрасно это знаете. Did sanctions make a difference? Санкции как-то повлияли? Ну, санкции и наши отношения с Китаем друг с другом никак не связаны, потому что Китайская Народная Республика, с которой у нас сложились отношения, мы их называем, они беспрецедентно высокие и по уровню, и по качеству, мы их называем всеобъемлющего партнерства и стратегического качества. И санкции здесь совершенно ни при чем. Это в основе падения товарооборота лежат вещи объективного характера, связанные с ценами на энергоносители и с курсовой разницей. Но физические объемы у нас не упали, они даже растут. Что касается наших отношений торгово-экономических с Китаем, то они на сегодняшний день все больше и больше приобретают диверсифицированный характер, чего мы постоянно добивались вместе с нашими китайскими партнерами. Обратите внимание, кроме чисто торговли, причем традиционными товарами, с одной стороны, скажем, энергоносители, углеводороды, нефть и теперь уже газ, нефтепродукты, а с другой стороны, допустим, текстиль и обувь, мы перешли совершенно к другому уровню кооперации. Мы работаем, допустим, уже по космическим программам совместно. Мы сейчас разрабатываем, и в ближайшее время этот проект будет реализован, производство тяжелого вертолета. Мы работаем над планом создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Мы кооперируемся в области машиностроения, в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, в области переработки, леса и так далее, и так далее. Ну и в области атомной энергетики мы уже построили Тяньаньваньскую атомную электростанцию, 2 блока уже работают, причем работают очень хорошо, строим еще 2 блока. Так что та цель, которую мы перед собой ставили, диверсифицировать наши отношения, она реализуется. Can I ask you about the oil price? Могу спросить вас о цене на нефть, ваша любимая тема. 2 лета назад вы говорили, что когда цена на нефть упала до 80 долларов, вы говорили, что если это произойдет, то добыча нефти схлопнется. Цена все еще ниже 50 долларов, и добыча не прекратилась. Изменился ли ваш подход? Ну, если я говорил, что добыча нефти прекратится, то я ошибался. Я, правда, не помню, где я это сказал, видимо, сгоряча, но, по-моему, я такого даже и не говорил. Но, может быть, не помню этого. Я говорил о том, что при определенном уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться. Ну, собственно говоря, так и происходит. Но может быть, даже на удивление, наши нефтяники и газовики, нефтяники главным образом, они продолжают инвестировать. Вот за последний год нефтяники проинвестировали 1,5 триллиона рублей. А если учитывать еще инвестиции государства в развитие трубопроводного транспорта и в электроэнергетику, то
то получилось у нас общие инвестиции в энергетику 3,5 триллиона рублей за прошлый год. Это очень существенно. У нас растет добыча нефти, производство электроэнергии. У нас немножко сократилось, по-моему, на 1% сократилось. Кстати говоря, по экспорту газа мы занимаем лидирующее место в мире, 20% рынка мирового. По экспорту жидких углеводородов мы тоже заняли лидирующую позицию, заняли первое место по экспорту жидких углеводородов. У нас, несмотря на то, что мы сохраняем первое место по экспорту газа, немножко сократилась внутренняя добыча. Но связано это с тем, что увеличился объем гидрогенерации для электроэнергетики. И поэтому потребность в газе на тепловых электростанциях несколько упала. Это результат реструктуризации ситуации на внутреннем рынке энергетическом. Но в целом «Газпром» он в отличной форме и наращивает экспорт в страны своих традиционных партнеров. Вы будете говорить с наследным принцем Салманом Саудовской Аравии на 20-ке. Будете ли вы дальше поддерживать заморозку добычи нефти, если саудовцы захотят сделать это? Принц Салман, насколько мне известно, является заместителем наследного принца, но это уже детали. Но, он очень энергичный государственный деятель. У нас с ним действительно сложились очень добрые отношения. Это человек, который знает, чего он хочет и умеет добиваться своих целей, но в то же время я считаю его очень надежным партнером, с которым можно договариваться, и можно быть уверенным в том, что договоренности с ним будут исполнены. Но ведь это не мы отказались от замораживания объемов добычи. Это наши саудовские партнеры в последний момент изменили свою точку зрения и решили сделать паузу в принятии этого решения. Но я хочу повторить нашу позицию, она не изменилась. И если мы с принцем Салманом будем говорить на этот счет, я, конечно, нашу позицию воспроизведу снова. Мы считаем, что это для мировой энергетики правильные решения. Первое. Второе. Всем хорошо известно, о чем спор шел. Спор шел о том, что если замораживать добычу, то это должны сделать все, в том числе и Иран. Но ведь мы понимаем, что Иран начинает с очень низкой позиции, связанной с известными санкциями в отношении этой страны. Было бы несправедливо оставлять его на этом санкционном уровне. Я думаю, что на самом деле, с точки зрения экономической целесообразности и логики, было бы правильно найти какой-то компромисс. Уверен, что все это понимают. Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной мировой и справедливой мировой цены на энергоносители, все-таки в конце концов примут необходимые решения. So you would be in favor of... То есть вы поддержали бы ли заморозку добычи нефти, позволив Ирану несколько компенсировать свои позиции? Да. Хотел бы задать вопрос о приватизации нефти. Приватизация Башнефти. Вы отложили приватизацию? Как мы сообщали, Игорь Сечин из Роснефти предложил купить за $5 миллионов половину Башнефти. Но вы всегда говорили, что вы не хотите, чтобы крупные государственные компании приобретали вновь приватизированные компании. То есть вы не разрешите этому случиться? Знаете, вы сейчас сказали о государственных компаниях. Роснефть, строго говоря, не является государственной компанией. Давайте не будем забывать, что 19,7% принадлежит компании BP. Кстати говоря, британская компания, уже подданная Британия, правда? То есть вы, по сути дела, в известной степени тоже являетесь... Ну, вероятно, у вас больше контроля за Роснефтью, чем у Терезы Мэй над BP.
Да, значит, может быть, у нас и больше контроля, но, строго говоря, это не государственная компания. Я вот о чем хотел сказать, и думаю, что это очевидный факт. 19,7% принадлежит иностранному инвестору. Но, тем не менее, имея в виду, что контрольный пакет находится у государства, наверное, это все-таки не лучший вариант, когда одна компания под контролем государства приобретает другую чисто государственную компанию. Это одна позиция. А вторая заключается в том, что в конечном-то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса. И в этом смысле мы не можем дискриминировать участников рынка, ни одного из них. Но пока это не актуально, поскольку правительство приняло решение приватизацию Башнефти отложить. So that's gone. But on the question. И опять-таки вопрос приватизации. Вы говорили в 2012 году, что хотите наращивать обороты приватизации, однако время было не самым лучшим. Почему не все сработало? Почему российскому государству необходимо, чтобы ему принадлежало 50% таких компаний? Может быть, нужно больше? Российскому государству нет необходимости держать такие крупные пакеты. И мы намерены обязательно реализовать наши планы. Вопрос не в том, что хотим мы этого или не хотим. Вопрос о том, целесообразно или нет, и в какой момент. В целом это целесообразно, хотя бы с одной точки зрения. С точки зрения структурных изменений в самой экономике. Государства действительно слишком много, может быть, в экономике сегодня России. Но делать это на падающем рынке, даже с точки зрения фискальных интересов, не всегда целесообразно. Поэтому мы подходим аккуратно, но наш тренд с точки зрения приватизационных процессов и постепенного ухода государства из определенных активов, он неизменен, он остается неизменным. Кстати говоря, вот вы упомянули о компании «Роснефть». Но мы сейчас активно занимаемся подготовкой приватизации части пакета самой «Роснефти». Это лучшее подтверждение того, что мы своих кардинальных планов не поменяли. Или, например, одна из крупнейших компаний в мире по добыче алмазов, российская. Мы приватизируем часть этого пакета. Также действуем Алроса. Также мы действуем и по другим направлениям. Поэтому мы принципиальные позиции свои не меняем. Просто это не тот случай, когда мы должны, как у нас говорят, суетиться, то есть проявлять какую-то нервную реакцию. Мы должны немедленно и любой ценой. Нет, любой ценой мы делать не будем. Мы будем делать с максимальным эффектом для российского государства и российской экономики. So you would do Rosneft this year? То есть ситуация с Роснефтью, вы планируете продать акции Роснефти в этом году? Мы готовимся к этой сделки в этом году. Не знаю, сможет ли правительство подготовиться, реализовать эту сделку вместе с менеджментом самой Роснефти, найдут ли соответствующих стратегических инвесторов, а мне кажется, речь должна идти именно о таких инвесторах, но мы готовимся и планируем сделать это именно в текущем году. И что касается вот этой доли в 50%, рады либо были, когда России принадлежало бы, российскому государству принадлежало бы менее 50% в этих компаниях? Мы здесь ничего не видим страшного. Знаете, я помню, у нас была одна из компаний, сейчас не буду называть ее, так, но когда в нее вошли на 50% иностранные акционеры, иностранные инвесторы, их взнос в федеральный бюджет и налоговые платежи увеличились в несколько раз сразу. А эффективность компании, она нисколько не ухудшилась. Поэтому с точки зрения интересов государства, конечных интересов государства, с точки зрения фискальных интересов, мы имеем положительный опыт, скорее всего, а не отрицательный. Быстро еще одно обвинение, которое часто звучит, что люди, которые поддерживаются Россией,
что люди взломали базу данных Демократической партии. Ну, наверное, это совсем неправда. Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров сегодня, причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой след, или даже не свой след, а закамуфлировать свою деятельность под деятельность каких-то других хакеров из других территорий, из других стран. Это абсолютно такая трудно проверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся. Isn't it time that we all... А потом, послушайте меня, потом ведь разве это важно? Кто взломал? Там вот эти какие-то там данные из штаба, придворного штаба госпожи Клинтон. Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вот вокруг этого должна вестись дискуссия на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается. Я, честно говоря, даже не мог себе представить, если вот сказать вам откровенно, что информация подобного рода может представить интерес для американской общественности. Что, оказывается, предвыборный штаб одного из кандидатов, в данном случае госпожи Клинтон, он работал на нее, а не равномерно на всех кандидатов Демократической партии. Да мне просто в голову не приходилось, что это может быть для кого-то интересно. Поэтому даже с этой точки зрения мы никак туда официально не могли залезть. Это, понимаете, для этого нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Я не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом. Do you not think that this is sort of... Сейчас такое время, когда всем надо признаться честно. Америка пытается Россию взламывать и наоборот, и Китай пытается взломать и Америку, и Россию. Все друг друга взламывают, пытаются взломать. И двадцатка, например, пытается выработать новый свод правил для того, чтобы как-то упорядочить внешнюю политику. Или, может быть, нам признать, что надо признать, что это имеет место, и это будет просто новая реальность. Мне думается, что лучше бы двадцатки в это не вмешиваться. Для этого есть другие площадки. Двадцатка все-таки собиралась как площадка для обсуждения, прежде всего, вопросов мировой экономики. Если мы туда будем погружать, конечно, политика влияет на экономический процесс, это очевидный факт, но если мы туда переложим какие-то склоки, или даже не склоки, а вопросы очень важные, относящиеся к чистой мировой политике, то мы перегрузим повестку дня двадцатки, и вместо того, чтобы заниматься вопросами финансов, вопросами структурных изменений экономики, вопросами ухода от налогообложения и так далее, вместо этого будем бесконечно спорить по проблемам Сирии или там, по каким-то другим мировым проблемам, их достаточно много, по ближневосточной проблеме начнем там дискутировать. Но для этого лучше находить другие площадки, другие форумы. Их достаточно. ООН, например. Совет Безопасности.